Итак, вот мой предварительный результат. Соединяя внутреннюю ручку с внешней, я пошла по кругу и дальше петля в петлю присоединила боковинку. Так что пока вот соединение выглядит таким образом, я думаю еще сделать здесь обвязку, но это уже в самом конце. Итак, давайте начнем вместе соединять. Внимательно смотрим. Здесь у нас заход идет 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наш столбик обвязки, который у нас идет внутри. Мы его зафиксируем. Я беру таким образом, делаю я присоединю ниточку к внутренней стороне. Завяжу здесь узелок. Так, напротив вот лицевой у нас ряд, здесь 5. Сначала мы сюда заходим. Ниточка зацепилась. И вот теперь мы эту деталь присоединяем к внутренней. Просто внутреннюю часть захватываем какую-то петлю. Итак, петля за петлей. Ниточка длинная. Долго вытягивать, но так, все подтягиваем. Здесь захватили столбик, протянули. Далее следующий столбик. Так, у нас этот не захвачен. Не забываем, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов, это у нас внизу, вот здесь соединение. А 6-й ряд соединяется вот с первой петлей уже нашей обвязки. Я прошла уже в 5-й столбик. Теперь мне нужно, чтобы иголочка где-то вышла с той стороны, и у нас вот эти вот столбики соединились. Я там подхватываю ниточки. Вот это у нас столбик за столбиком. Выхожу на внешнюю сторону. Не спеша делаем, потому что можем порвать рафию. Далее мы перешли уже на наш ремешок. Обязательно зафиксировать нужно. И далее уже вот с внешней стороны обязательно в каждый столбик, в каждую петлю заходим. С внутренней стороны у нас меньше столбиков, поэтому провязываем. Можно попасть и
в один столбик 2 раза провязать, поэтому не переживайте, петля в петлю мы здесь не идем. Итак, ручку я с второй стороны присоединила. Берем нашу деталь сумки лицом к себе. Так, и вот наш первый столбик на боковинке и вот верхний столбик на сумочке. Давайте тоже здесь закрепим такой закрепочкой. Так, закрепочку сделали. Далее мы идем петля в петлю. По нашей боковинке донышку и по вот этой вот основной части сумочки. Так. Первые соединили. И тут внимательно просто соединить нужно с одной стороны и с другой стороны петли. И не спеша вот таким образом провязываем. Немного долго, нудно, особенно на поворотах нужно внимательно, аккуратно, не спешить, иначе можно пропустить петлю. И вот мы смотрим, я уже дохожу до конца, у меня остается вот третью петлю провязала. Вот на этой стороне у меня 2 петли, проверяем. И здесь вот ряд столбиков без накида относится у нас к вот этой боковушке. Все, значит, обвязка по обеим частям сумки была сделана правильно, поэтому очень важно, провязано соединение правильно, поэтому очень важно просчитывать все петли. Так, вот здесь в конце мы делаем закрепочку. Да. Такую внешнюю мы внутри провязывали, теперь мы сделаем такие внешние закрепочки. Тут у нас было соединение, давайте и туда тоже провяжем. Так, еще раз. Эти такие декоративные швы можно потом в конце, если смотрите, что не хватает обвязки, обвязать. Вот на этом у нас здесь обвязка сумочки закончилась. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ручка, конечно, сама довольно такая массивная, из-за того, что есть обвязка. Попробуем ее еще хорошенько отпарить, сделать помягче. Вот. Предварительно на этом все. Дальше я хочу еще сделать обвязочку этого края, который мне вот здесь не нравится. Так, я решила добавить вот такую косичку. Сразу предупреждаю, очень долго и нудно вязать, особенно если вы оставляете длинную ниточку, может стоит покороче. Кое-как начала. Вначале делаем петельку, а потом опять в эту же петлю вставляем крючок. Вот образовалась петля, ой,
иголочку. И я беру вот крайние петли нашей обвязки, протягиваю, вхожу господи, иголкой в петлю, и вот дальше ввожу эту петлю и делаю ее одинаковой с другими петлями. Далее снова повторяю, захватываю. Так, смотрю, что мы можем захватить. И вот так вот очень нудно. Продолжаю вышивание. Так, сильно затянула. Стараемся, чтобы и петля была не перекручена. Вот так вот медленно. Обвязать нужно с одной стороны и с другой. Поэтому хорошенько подумайте, нужно вам это, а может быть и не нужно. Возможно, вы вообще всю сумочку обвяжете столбиками без накида. Возможно, и ручку обвязкой одной, вот как мы здесь делали на донышке. Просто столбиками без накида, затем на сумочку пойти соединительными столбиками. Не знаю, это вы уже выбираете. Я пока буду бороться с этой обвязкой. Итак, вот что у меня получается. Обвязка, все отпарено, и я добавила вот уже такую застежку. Это по желанию, можно просто вот таким образом сделать здесь наверху кнопочку и закрыть сумочку. Я решила такой вот клапан маленький сделать на магнитик. Вот таким образом это закрывается. Так, по поводу клапана, вот по такой схеме начальная цепочка 3 петли, дальше делаем прибавки, выходим на 5 столбиков без накида. Так, у меня здесь лишнее, это не нужно. Вот, и дальше вот несколько элементов узора, как мы вязали на ручке. Так, сохраняйте. И что я еще буду делать? Это я вязала для другой сумки, но вот как раз пригодится для этой. Со стороны, где присоединяется клапан, я хочу сделать вот такую вот стенку, кармашек, да, то есть с одной стороны это как прикрепится и будет немножко укрепит нашу сторону, поскольку сейчас сделаем повыше, поскольку такой узор здесь, ну, не жесткий. И, ну, кто хочет, может внутри сделать с обеих сторон вот такой вот деталь, да, и укрепить как бы эти фасады. Но
В принципе, иногда очень интересно, когда вот такая вот прозрачность есть. А с другой стороны, вот есть еще такой внутренний кармашек. Вот, я его еще не довязала. Вот что он из себя представляет. Если нужен видеоурок по вязанию данного вкладыша, кармашка, пожалуйста, в комментариях. Если комментариев не будет, я просто понимаю, что все прекрасно знают, как это делать. Просто по кругу вяжем нужного нам размера. Вот, как видите, мне немножечко еще пару рядов не хватает до верха. Я посмотрю, может быть, я сделаю такое закругление здесь наверху и прикреплю только с одной стороны. Другая сторона будет открываться. И последнее добавление, которое я сделала в эту сумочку, и это все-таки с другой стороны, я также добавила маленький кармашек и пришила к нему молнию, ну, чтобы можно было спрятать какие-то карточки, денежки, побольше денежек, при этом не привлекая внимания. Хотя эта сумочка сложно не привлечь внимание, уж больно она все-таки красивая. Вот такая вот сумочка у нас получилась. Вяжите с удовольствием. Хоть это и непростая модель, вы можете ее изменять, добавлять, убавлять, экспериментировать, как вам хочется. Спасибо, что остаетесь на моем канале, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и реакции на видео. И до новых встреч!